Ebru Şahin и Cedi Osman являются одной из самых популярных пар не только в Турции, но и за ее пределами. Супруги являются наглядным примером того, что существует не только любовь, но и брак на расстоянии. Примечательно, что пара поженилась довольно рано по меркам Турции. Актрисе было 28, а баскетболисту 27 лет, когда они сыграли свадьбу. История Ebru и Cedi настолько прекрасна, что заставляет поверить в любовь. Поэтому мы решили рассказать о том, как Ebru, которая не верила в любовь с первого взгляда и не рассматривала брак даже в перспективе, встретила любовь всей ее жизни и согласилась выйти замуж спустя всего год отношений. Ebru Şahin проснулась популярной после первой же серии «Hercai». Первая главная роль актрисы оказалась очень удачной и набрала высокие рейтинги. Права на трансляцию сериала покупали с первого сезона, поэтому Ebru стала популярной не только в Турции, но и за ее пределами. Внимание турецких СМИ было приковано к исполнителям главных ролей «Hercai». Однако им не удавалось получить никакой информации о личной жизни Ebru. Как признавалась актриса, ей несколько раз приписывали наличие романтических отношений с ее друзьями. В интервью 2019 года на вопрос журналиста о том, состоит ли Ebru в отношениях, актриса ответила следующим образом. «Даже если я отвечу, то это никому не принесет пользы. Я не думаю, что кому-то интересна моя личная жизнь. Мне 25 лет, и я бы предпочла, чтобы люди помнили меня из-за моей актерской деятельности. Время летит так быстро, и оставить хорошие воспоминания о себе не так просто, как кажется. До сегодняшнего дня журналисты мне всегда приписывали отношения с моими друзьями. Это меня очень огорчает. Я не тот человек, который любит демонстрировать свою личную жизнь на публике. Это меня печалит. Когда я начинала заниматься актерской деятельностью, меня пугало, что меня будут упоминать только из-за моих отношений или разоблачения фейковых новостей. Я очень стараюсь, чтобы меня не ассоциировали с этим. Я не хочу называть имен, но в прошлом я прожила крепкую любовь. Это была настоящая и очень ценная любовь». В другом интервью того же года Ebru описала свое видение любви. «Каждый человек действительно заслуживает взаимной любви, чтобы иметь возможность с уверенностью смотреть кому-то в глаза. К сожалению, сегодня отношения строятся на неискренности. Живут в смысле, что если эти отношения не получатся, то будут следующие. Обычно побеждает не любовь, а стратегия, но это не для меня. Я думаю, что простое определение истинной любви забыто. Я принимаю все свои решения в соответствии со своими чувствами». Пока миллионы поклонников по всему миру следили за любовью Мираны Рейян, которую сыграла Ebru, и хотели такие же отношения, сама актриса считала такие чувства утомительными. В сериале есть двое влюбленных, которых тянет друг друга с огромной страстью. Хотя я всегда придаю большое значение тому, чтобы слушать свое сердце, я бы не хотела такой любви, рожденной из хаоса. Испытывать такую любовь не означает проживать ее, это постоянные страдания. Поэтому это очень утомительно для меня, заявила актриса в интервью. Также актриса ответила на вопросы о своем отношении к свадьбе и любви с первого взгляда. «Учитывая, что я даже отношения называю сложным процессом, то мне предстоит очень долгий путь к замужеству. Я не верю в любовь с первого взгляда, но я верю в чувство влюбленности с первого взгляда. Я считаю, что нужно время, чтобы узнать друг друга, чтобы между людьми образовалась химия». В начале 2020 года актриса все еще отмечала, что не верит в искренность любви нынешних поколений, а также заявляла, что карьера для нее стоит на первом месте, а до брака ей еще очень далеко. Во время этого интервью Ebru вряд ли подозревала, что всего через несколько месяцев встретит своего будущего супруга. Все началось летом 2020 года, когда Ebru уехала отдыхать в Алачате после второго сезона сериала «Hercai». Баскетболист Cedi Osman, выступающий за команду NBA Cleveland Cavaliers, также прилетел отдыхать на родину. Ebru и Cedi познакомились в компании общих друзей. Пара начала проводить вместе все свободное время. Турецкие СМИ тут же написали о том, что Ebru и Cedi состоят в отношениях. Однако Ebru опубликовала в своем аккаунте Instagram резкое опровержение.
По вашей логике, если я ужинал наедине с двумя разными людьми в одном и том же месте в один и тот же вечер, то я встречаюсь с двумя разными людьми. Я не знаю, вы настолько не уважаете собственные новости, свою профессию или же самих себя. Я понимаю, что на улице жарко, и вместо того, чтобы изучить ситуацию, вы выпускаете лживые новости, но позор вам. Джеди, в свою очередь, также опроверг данные новости следующими словами. Сегодняшние новости не имеют никакого, даже отдаленного отношения к правде. Всего через 2 недели после данных опровержений Эмбро и Джеди вышли из ресторана, держась за руки. Пара сообщила журналистам, что их отношения только начались, и они очень счастливы. Как сообщила Эмбро, на момент опровержения между ними действительно ничего не было. Также актриса заявила, что ее разозлила не данная новость, а манера, в которой она была представлена. Якобы Эмбро проживает любовь с каждым другом, с которым ужинает наедине. Отношения пары развивались очень стремительно. Джеди познакомил Эмбро со своей семьей спустя месяц после начала отношений. Пара провела все лето вместе на отдыхе, делясь совместными фотографиями в соцсетях. В сентябре Джеди пришлось вернуться в США из-за начала сезона игр, а Эмбро уехала в Мардин на съемки сериала. Однако Джеди не выдержал тоски по своей возлюбленной и через 2 недели прилетел к актрисе в Мардин. Баскетболист даже побывал на съемочной площадке. Джеди поделился фотографиями в соцсетях, пожелав удачи своей любимой. Этот поступок парня не понравился поклонникам сериала «Херджаи», поэтому Джеди пришлось закрыть комментарии к своим публикациям. В январе 2021 года Эмбро дала интервью, в котором рассказала о своих отношениях и любви к Джеди. Я и Джеди поняли, что несмотря на то, что мы с ним выросли в разной среде и с разным понятием доверия, мы всегда действовали на одном инстинктивном уровне. Мы проживали в разных местах, но получали одинаковые эмоции от жизни. Знаете, так бывает, когда ты можешь все решить, даже не общаясь с человеком. Между нами именно такая связь. Каждый день мы открываем что-то новое друг в друге. Раньше я думала, что отношения меняют человека, но теперь я считаю, что мы научили друг друга тому, что любовь, исходящая от всего сердца, может быть основана на доверии, где не нужно жертвовать своей свободой и характером, а также быть далека от какой-либо стратегии. Конечно, мы испытываем трудности из-за расстояния, и мы очень скучаем, особенно когда нам нужна поддержка друг друга. Но между нами никогда не было духовной дистанции. Я думаю, что это самое главное. Мы полностью доверяем и поддерживаем друг друга при любых обстоятельствах в нашей деловой и личной жизни, отмечала Эмбро. Мало кто верил, что любовь пары сможет выдержать расстояние после таких коротких отношений. Однако Эмбро и Джеди продолжали поддерживать друг друга и видеться при первой же возможности. В сентябре 2021 года всех потрясла новость о том, что Джеди сделал предложение Эмбро выйти за него замуж. Пара поделилась романтическими фотографиями, где Джеди стоит на одном колене перед актрисой на фоне Каппадокии. В одном из интервью Джеди рассказал о предложении руки и сердца. «Эмбро – это самое прекрасное в моей жизни. Я был очень взволнован и очень напряжен. Эмбро действительно очень особенный для меня человек. Она единственная. Я понял это в первый же день, когда увидел ее. Кольцо лежало в моем кармане с прошлого года. Я только сейчас смог набраться смелости и сделать предложение. Это лучшее событие в моей жизни». В январе 2022 года Эмбро в одном из интервью рассказала о том, как им удается сохранять такие крепкие отношения. «Мы с первого дня ничего не планировали. Если бы мне 2 года назад кто-то сказал, что у меня будут такие отношения, то я бы ответила, что не смогу проживать такие чувства даже с человеком из одного города. Однако это показало мне ту часть жизни, которую я совсем не понимала. Несмотря на то, что расстояния очень трудны, они делают связь между вами еще сильнее и реальнее. Я не знаю, куда заведет нас время, но я знаю, что у 2 людей, которые плывут по течению и верят, что нашли друг друга, намного больше мотивации и энергии, чтобы построить новый образ жизни. Пока сердце бьется с таким же трепетом, то расстояние определяет лишь географическое положение. Для нас это именно так и происходит».
Эбро и Джейди не стали затягивать со свадьбой. В мае пара провела скромную помолвку в Турции, а в июле Эбро и Джейди поженились в Северной Македонии, где и родился баскетболист. На церемонии присутствовали лишь самые родные и близкие люди пары. Через неделю Эбро и Джейди сыграли еще одну церемонию, но уже в Турции. На этот раз было приглашено много гостей, а сама свадьба продолжалась до утра. Всего Эбро сменила 4 свадебных платья, которые собрали восторженные отзывы. Пара светилась от счастья и вела себя очень искренне. После свадебного путешествия Эбро и Джейди вновь пришлось разъехаться. Однако из-за того, что сериал Эбро закрылся, то актрисе удалось улететь к своему супругу. Эбро поддерживала Джейди на каждой игре, а поклонники делились милыми кадрами, на которых пара обнимается сразу после матчей. Вскоре актрисе вновь пришлось вернуться в Турцию ради съемок в фильме и сериале. В данное время Джейди и Эбро проживают свой брак на расстоянии. Однако это никак не мешает паре. Джейди поддерживает свою любимую в соцсетях и прилетает к ней при любой возможности. Хотелось бы выразить огромное уважение и восхищение Эбро. Вместо того, чтобы забросить карьеру и оставаться на виду только своими отношениями, актриса продолжает все усерднее работать. В отличие от многих турецких актеров, Эбро никогда не использовала свою личную жизнь ради увеличения популярности. Актриса всем доказала, что можно прекрасно совмещать и личную жизнь, и актерскую деятельность. Джейди и Эбро вызывают восхищение не только своей профессиональной деятельностью, но и тем, как им удается искренне проживать свои отношения. Желаем паре и дальше сохранять свою крепкую любовь. Как вам история любви Эбро и Джейди? Пишите в комментариях свое мнение. Спасибо за просмотр.